Представляю вашему вниманию видеообзор на тему, как правильно выбрать ножницы для полипропиленовых труб, а также на что обратить внимание при покупке, поломки и причины выхода из строя инструмента. На простеньких штатных ножницах от полипропиленового утюга турецкого производителя марки SM расскажу о критериях выбора инструмента. Скажу, что эти ножницы в эксплуатации около 8 лет. Служат верой и правдой. Видим, что режущий нож уже стерся от работы до меднения. Точились и уже черт знает сколько раз. Отмечу, что в турецких ножницах слабым местом является пружина толкателя. Иногда ломается, но это место ремонтопригодное. И вот о критериях выбора инструмента. Первое – это материал исполнения опорных клыков. То есть на это место приходится основная нагрузка. Нож давит на трубу, труба давит на клыки. И они должны быть литыми. И иметь максимальную высоту вот в этом месте для обеспечения жесткости. То есть методом сравнения с аналогами. Вот. Второе – это толщина режущего ножа. Должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить надежный и прямолинейный рез. И третье – это люфт самого режущего ножа в ручках. Видим, что на данном устройстве люфта вообще нет. То есть это, возможно, и является причиной такой долговременной работы. Нет смысла показывать вам на 20-х, 25-х диаметрах. Все эти ножницы будут резать их нормально. Покажу сразу на 32-м. Это у нас PN25, пилса, армирована снаружи алюминием. Режем. Видим, что небольшой перекос. Вообще малюсенький, это допустимо. Им почти 10 лет, работают как часы. И теперь к другим. Несмотря на кажущую массивность этих ножниц по сравнению вот с этими малюсенькими, все они выполнены методом порошкового прессования корпуса и имеют пустотелую внутренность. Вот видим конкретно на этих ножницах все прелести пустотелого исполнения, то есть они не обеспечивают должной жесткости конструкции. Люфт здесь минимальный есть, конечно, но это ерунда. Все эти ножницы, отмечу, в эксплуатации даже не побыли полгода, все меньше полугода и сломались. Видим, что они автоматические, но негодны к эксплуатации. Следующие. Вот эти двое, они как близнецы, как будто выполнены на одном заводе с малейшими изменениями. Эти у нас еще рабочие, но уже начали скрашиваться кончики клыков. И имеем, видите, что тоже они пустотелые. Но еще одна особенность. При полностью затянутом вот этом болтике видим, что клыки начали расходиться в стороны. То есть материал уже устал. Я их использую на маленьких диаметрах. Ну и 32 они еще режут. Но я боюсь, что в любой момент могут приказать долго жить. При каждом нажатии я вижу, что клыки вот эти расходятся. Рез, как видим, такой почти что идеальный. Так, и третий, это тот же производитель, видим, SM Турция, но они у нас тоже пустотелые. В них у нас сломался вот этот толкатель. Из-за тонкостенного металла развалился напополам. Все, ножницы не годны. Что хочу вам сказать, что все эти ножницы, в основном пригодны для использования, конечно же, до 32-го. И лишь изредка возможно пользоваться 40-м диаметром.
То есть при интенсивном использовании на 40 диаметре считаю, что даже именитые бренды долго не смогут проходить. Вот. Для большого диаметра мы себе заказали ножницы увеличенного размера. Вот такие вот нам привезли. Сначала были ножницы фирмы Valvex. Вот я запомнил название, чтобы вам сказать. То есть их хватило на 10 резов всего. Из-за того, что вот в этом механизме был большой люфт, видим, что здесь люфта вообще нет. То есть вот эта гребенка не попадала в прорезь через раз, упиралась в ручку и где-то на 10-м резе просто согнулась. И эти ножницы отправились в магазин на замену. Привезли вот эти вот. Бренд не такой уж известный, Тим, но они меня порадовали в работе. Видим, что толщина режущего ножа около 4-4,5 мм. Видим, что люфта тут вообще нет, вообще. И при работе на 50-х диаметрах я просто не ожидал, что можно получить идеальный срез. Вот. Нож входит в основание ручек, вот в этом месте все массив металла. За счет этого отсутствует люфт. И, как я сказал, люфта нет даже здесь. Вот. Эти ножницы прошли боевое крещение около месяца. Мы резали 50-е трубы, наверное, с утра до вечера. Возможно, около 1000 резов. Но они режут как часы. Вот кусочек я трубы взял, показать. Режут легко, вообще практически без усилия. И видим, что срез получается почти идеальный. Чуть-чуть косит, но это из-за того, что мы резали с краю. Вот. И чтобы подытожить, что скажу. Вот еще один нюанс. Что нельзя допускать при обрезании труб? Сваренную трубу, и я видел несколько раз, что пытаются как бы остаток трубы сэкономить, чтобы побольше, и режут вот так. Вот это и является причиной выхода из строя ножниц. То есть нагрузка приходится вся вот на одну сторону, а этот не нагружен. Соответственно, ломается один из клыков. Вот. И подытожить, чтобы... Хочу сказать, что для бытового использования, если потребуется сварить там 1-2 водопровода, подойдут любые, даже за 500 рублей ножницы. Нет смысла гоняться за дорогими. И если же более интенсивное использование или профессиональное, что бы я хотел посоветовать, это вот СМ, Турция, раз. Обязательно с литыми клыками. На работе мы используем тоже штатные от утюга Кандан. Они похожи на эти, но тоже у них эти литые клыки. И побольше они по высоте. А также на работе у нас есть крафтолевские. Тоже отмечу, что с литыми клыками. Служат около тоже уже, наверное, года 4. Вот так. Надеюсь, видео было содержательным. Успехов в вашей труде.